Москва – столица России. И, конечно, она является центром российской экономики, политики и культуры. Город был построен много веков назад Юрием Долгоруким, князем Рюриковичем. Город расположен на берегах Москвы-реки. Сегодня Москва – самый крупный город страны с населением свыше 13 миллионов жителей. Красная площадь во всех смыслах сердце города. Красная площадь является самой популярной достопримечательностью в городе Москва. Это центральная площадь российской столицы. Красная площадь используется для военных парадов, а также служит как площадка для проведения концертов известных исполнителей. Кремль и собор Василия Блаженного располагаются там. Эти постройки – яркие примеры древнерусской архитектуры. Московский Кремль был построен в 1482-1495 годах. Он расположен на высоком левом берегу Москвы-реки, где в нее впадает река Неглинная. Как и Белый дом в Вашингтоне, Кремль в Москве является официальной резиденцией президента Российской Федерации. Если вы посмотрите на план Кремля, вы увидите, что это неправильный треугольник площадью 27,5 гектара. С юга Кремля находится Москва-река. На северо-западе Александровский сад, а на востоке Красная площадь. Собор Василия Блаженного расположен на Красной площади. Эта православная церковь является всемирно известной достопримечательностью. Собор был построен в XVI веке по приказу Ивана Грозного. В соборе Василия Блаженного 11 колоколов. Его высота составляет 65 метров. В XX веке собор был открыт в качестве музея. Это одна из самых узнаваемых достопримечательностей Москвы. Храм Василия Блаженного включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Настоящие красные стены и башни Кремля были построены в 1485-1516 годах. В верхней части стены украшены зубцами в виде хвоста ласточки. С внешней стороны стена гладкая, а внутренняя сторона стены обрамлена арочными углублениями для усиления и облегчения конструкции. В Кремле есть 5 дворцов и 4 собора.
Вдоль стен находится 20 башен. Самая высокая башня – Троицкая башня. Новый год традиционно приветствуют русские люди с курантами Спасской башни. Более 100 советских героев были похоронены у Кремлевской стены. Спасская башня – это главная башня Кремля. Теперь она является символом страны. Однако на территории Кремля вы также увидите соборы, колокольню, царь-колокол, царь-пушку и дворец съездов. Таким образом, как мы видим, на Красной площади находятся памятники, рассказывающие о великих победах в истории России. Собор Василия Блаженного напоминает нам о Казанской осаде. Казанский собор об освобождении от поляков и памятник Минину и Пожарскому о войне 1812 года. Некрополь у Кремлевской стены иллюстрирует революционное прошлое России и Великую Отечественную войну 1941-1945 годов. Первоначальная защитная функция Кремля обозначена зубцами на его стене. Соборы и иконы напоминают нам, что это была царская резиденция. И звезды на башнях возвращают нас в советскую эпоху. ГУМ символизирует торговое прошлое площади. Лобное место напоминает о политическом прошлом, а исторический музей иллюстрирует историю России с самых ранних времен. Красная площадь – это плавильный котел религии и политики, фестивалей и траура, прошлого и настоящего Москвы. Помимо Кремля, одной из самых популярных достопримечательностей является мавзолей Ленина. Он также располагается на Красной площади. Более того, Москва знаменита своими театрами. Большой театр считается одним из лучших театров оперы и балета в мире. Лучшее место для любителей искусства в Москве – это Государственная Третьяковская галерея, в которой содержится большая коллекция русского изобразительного искусства. Во время Великой Отечественной войны коллекция была перевезена в Новосибирск и только в мае 1945 года была вновь привезена в Москву. Другая интересная коллекция картин и скульптур содержится в Пушкинском музее изобразительных искусств. В самом центре столицы можно найти исторический музей и оружейную палату. Оба эти музея могут рассказать о русской истории больше, чем какое-либо другое место.
Одной из новейших и самых знаменитых религиозных достопримечательностей в Москве является храм Христа Спасителя. Он расположен на берегу Москвы-реки и известен как самая высокая православная церковь в мире. Вид храма Христа Спасителя поражает воображение своим величием и великолепием. Знаменитая Останкинская башня – это самая заметная достопримечательность Москвы. Останкинская телебашня является 8-м самым высоким свободно стоящим сооружением в мире, а также высочайшим сооружением в Европе и в России. Ее высота составляет 540 метров. Башня открыта для туристов. В ней также работает ресторан «Седьмое небо» и есть 2 смотровых площадки. Одна из площадок открытая, а другая крытая. В Останкинской башне есть концертный зал, где проводятся различные мероприятия. Москва-Сити – это новый деловой район в стиле модерн, который стал излюбленным местом для всех туристов. В Москва-Сити есть офисные здания, торговые и развлекательные центры, выставочный центр, рестораны, элитные апартаменты и квартиры, и даже дворец бракосочетаний. В Москве находится более 80 университетов, некоторые из которых входят в список передовых вузов мира. В конце концов, Москва – это разнообразный город, который поражает своими размерами, культурой и людьми. Многие иностранцы приезжают сюда не только в качестве туристов, но и чтобы вести здесь свои дела или остаться жить в этой шумной столице.